Беги от мужчины, если увидишь это в нем. Мне часто подписчицы пишут и просят записать видео о таких вот этих красных флагах в начале отношений с мужчиной. На что стоит обращать внимание, вот когда начинаются отношения, что как бы может сказать о том, что эти отношения никуда не приведут. В этом видео я расскажу о некоторых вещах, которые действительно стоят внимания. Это вещи, которые говорят о том, что отношения как будто бы застопорились и дальше они вот уже не идут. Это нужно знать не только для того, чтобы вот бежать, роняя тапки, как часто в интернете говорят, но и для того, чтобы понимать, над чем стоит вообще работать в отношениях. Часто бывает так, что ты в разных отношениях сталкиваешься с одними и теми же какими-то такими затыками и стопорами. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим с вами о 5 вещах, которые, когда вы видите, говорят о том, что отношения находятся в тупике. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Он не уважает твои границы. Такой пример, что вот вы начинаете как-то общаться, и он тебе звонит ночью, и ты ему говоришь, что ночью мне, пожалуйста, не звони. И он еще раз звонит. Тут вопрос не в том, что вот конкретно вот он тебе позвонил ночью, разбудил, скажем, ты не выспалась, у тебя там плохое настроение. Это такой, частный пример, частная такая какая-то вот проблемка, которую можно решить. Более важно то, что мужчина как будто бы не слышит, что для тебя важно. Так часто бывает, иногда мужчина, не то, что он там со злого умысла, он просто вот как будто бы не слышит, когда женщина говорит ему стоп, из-за того, что как-то работают так его психологические защиты. То есть, когда женщина говорит, что не звони мне ночью, он думает, что это скорее такая как бы ее пожелание, общая рекомендация, это не означает, что для нее это критически важно. В таком случае здесь нужно обратить внимание на то, что вот вы в отношениях, в вашем контакте, как-то не сцепляетесь, нет у вас полного этого контакта, вы как будто бы друг друга не слышите. В данном случае мужчина не слышит вас, и вы, если понимаете, что вы как только уж уже внятно ему могли объяснить, это уже объяснили, а он все равно не слышит, это означает, что вот с такой диспозицией так эти отношения дальше куда-то идти просто не смогут. Потому что чем дольше вы будете находиться в отношениях, вы будете больше сближаться, он будет по большим каким-то моментам нарушать ваши границы, вы будете ему говорить о том, что вам это не подходит, а он будет что? Будет это не слышать, потому что изначально нет этого ощущения границ друг друга. Мужчина обесценивает твои чувства и эмоции. Такое бывает в ситуации, когда, скажем, мужчина так привычно засмеивает какие-то сложные эмоции. Предположим, мужчина тебе что-то сказал, ты говоришь, что тебе как-то больно или там неприятно, а он смеется и говорит, это же была шутка, ты что, не понимаешь, что это шутка. В таком случае бывает так, что, скажем, когда мужчина как-то взаимодействует с тобой, у него возникают какие-то эмоции, один из способов подавить эти эмоции или как-то их смягчить, это засмеять их. То есть когда человек постоянно так отшучивается, постоянно все сложные разговоры переводит на шутку, и даже если он тебе, не знаю, как-то задел, ты говоришь, что мне неприятно, а это что была шутка, таким образом он как будто бы уходит из, опять же, контакта, он тебя не слышит. Он постоянно уходит в свое такое веселье и эти шутки, чтобы таким образом как-то смягчить всю обстановку. Если вы этот вопрос не проясните, то он всегда будет такой веселый балагур и шутник, а ты будешь чувствовать себя, что тебе в этих отношениях некомфортно. Третье, это мужчина никогда не признает свою вину и вообще не берет на себя ответственность за свои какие-то ошибки. По разным причинам это может происходить, но выглядит это так, что если возникает какая-то проблемка, то виноваты либо вы, либо, не знаю, пробки на дорогах, либо там, не знаю, его мама, которая его в детстве не добаюкала. То есть всегда находится кто-то, кто виноват, а раз виноват не он, а кто-то, значит ему тогда по этому поводу нечего как-то извиняться. Дело в том, что в отношениях очень важно, чтобы мы брали на себя ответственность за свои поступки, признавали свою вину, не для того, чтобы как-то виниться и разрушаться в самообвинении. Когда я в значимых для меня отношениях признаю свою вину за какой-то свой поступок, я этим открываю возможность эту вину исправить и эти отношения сохранить. То есть в любых отношениях бывает, что кто-то кому-то что-то сказал и видит, что другого человека это задело или что-то сделал. Если я признаю свою вину, то я таким образом уже как будто бы сделал такой первый шаг на пути того, чтобы исправить эту ситуацию и отношения эти поддержать. Если же мужчина не признает свою вину, вообще не чувствует своей ответственности за свои какие-то нехорошие такие поступки, какие-то проступки, то в таком случае эти отношения очень сложно сохранить. В этих отношениях постоянно будут виноваты все, только не он, и эти отношения постепенно будут терять свою ценность. То есть пока этот вопрос не решен, эти отношения они не смогут как-то нормально дальше продолжаться. Четвертое, это если мужчина играет с доверием. В самом начале отношений, как правило, мы друг друга начинаем узнавать, и у нас формируется доверие, как, знаете,
проекция наших знаний о другом человеке. То есть я знаю, что человек мне сказал, что вечером мы увидимся, мы с ним увиделись, то есть он как сказал, так и сделал. И вот все другие какие-то поступки, совместный проживаемый эмоциональный опыт, который вместе проживаем, я вижу, что он вот как говорит, так и делает, и я начинаю ему уже верить. То есть когда он говорит в очередной раз, что вечером мы с тобой встретимся, опираясь на свой предыдущий опыт, я понимаю, что ну так мы и встретимся, я ему верю, что мы встретимся. Когда же мужчина начинает как-то вот играться с этим доверием, часто бывает, что он как-то лжет, не договаривает, или даже, пускай даже не лжет, передумывает в последний момент, меняет свое мнение. Какой-то он становится такой вот неясный, то таким образом женщине сложно такому мужчине доверять, особенно если это начало отношений. То есть, когда он говорит какие-то вещи, может быть, вот как он говорит, так и полностью наоборот, вообще непонятно как. В таком случае, отношениям очень сложно существовать. То есть, как будто бы вы находитесь в отношениях с человеком, которого нужно постоянно перепроверять. А если ты его постоянно перепроверяешь, ты внимания уделяешь ему достаточно много, потому что ты его перепроверяешь. Он себя чувствует что ли более значимым, а ты в таких отношениях чувствуешь себя такой мамочкой что ли, или учительницей, или воспитательницей, то есть какой-то такой контролершей. Опять же, если у вас в отношениях есть кризис доверия, особенно с самого начала, то вот на этом кризисе доверия вы никуда дальше не поедете. Это нужно решать здесь или расходиться в таком случае. Я напоминаю, в своем курсе про отношения мы говорим там о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как выйти из этих разрушительных отношений и как восстановиться после выхода из разрушительных отношений. Вся информация о курсе есть по ссылке под видео. Пятый красный флаг — это если вы понимаете, что мужчина энергетический вампир. Это означает, что он питается вашими эмоциями. Так, если говорить обычным языком, вы в отношениях с таким мужчиной постоянно чувствуете, что вот он то вас вроде как любит, то не любит, то какая-то похвала, то критика, то он в хорошем настроении, то в плохом настроении. Это, соответственно, качает вас эмоционально, потому что сложно находиться рядом с вот таким непостоянным человеком и сохранять какое-то спокойствие. А ваше вот это вот эмоциональное качание, оно как-то повышает его самооценку. Он чувствует, что он влияет на вас, он контролирует ваш эмоциональный мир. В таком случае эти отношения направлены на удовлетворение его каких-то вот этих вот потребностей и целей, а вовсе не на удовлетворение ваших потребностей в каких-то здоровых, нормальных отношениях. Поэтому вам нужно этот вопрос как-то либо решить, то есть сказать, что мне вот не подходит так вот, и давай как-то по-другому с тобой выстраивать отношения, меняйся, либо понимать, что в этих отношениях у вас нет будущего, нужно из них уходить. Если вы понимаете, что вы столкнулись с какой-то вот подобной ситуацией, и вам нужно с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео на канале есть описание, где есть ссылки на мои соцсети, там мне пишите личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Поделитесь своим опытом, что вас заставляло бежать из отношений, так сказать, роняя тапки, как все пишут, на что вы обращаетесь, что вас триггерит, какие вещи в поведении мужчины вас отталкивают уж точно. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь своим мнением, потому что это важно и для других зрителей этого видео. То есть мы все тут делимся своим мнением. Если видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.